Талантливый селекционер ирисов из Украины Алла Михайловна Черногуз вывела новый сорт этого прекрасного цветка. Все подробности в этом выпуске. Смотрим! Привет, друзья! Вы смотрите Экспресс-новости на канале Алга Петербург. Как всегда, у меня для вас отличные новости. Каждый раз, собираясь на концерт Димаша или встречу в аэропорту любимого артиста, диарс ломают голову. Какими же цветами побаловать известного казахстанского исполнителя? Теперь, благодаря талантливому селекционеру из Украины, ответ найден. Это ирис сорта Димаш. Представляю глаза Киркорова на новой волне 2020. Роскошный ирис, цветок богини Ириды, пришел к нам из далекого прошлого. Он чарует своей красотой и радует глаз переливанием всех оттенков радуги. Ирис бесспорно является лучшим украшением любого сада или букета. Алла Михайловна занимается селекцией более 20 лет. Сейчас на ее счету зарегистрировано более 70 новых сортов ириса. Теперь ее коллекцию пополнили сорта Димаш и Дайдидау. Идея создать сорта ириса Димаш и Дайдидау пришли к женщине после того, как одна из поклонниц творчества Димаша познакомила ее с творчеством и музыкой этого исполнителя. Я не знаю, остался бы кто-нибудь на моем месте равнодушным к такому чистому, изысканному исполнению, говорит Алла. Как же выглядит цветок, выведенный Аллой Михайловной? После детального изучения творчества артиста, прослушивания его песен и просмотра клипов, однозначно было принято решение в пользу белого цвета. Точно, белый. Только белый. Именно он ждал своего часа. Огромный куст, который был отобран несколько лет тому назад. Цветет он безупречно, растет без проблем, чистый, благородный, элегантно гофрированный, с высоким стройным цветоносом, не вызывающий, имеет свою изюминку, красную бородку, говорит женщина. Сомнений, что это Димаш, у Аллы Михайловны больше не было. Да и мы с вами не понаслышке знаем, как Димашу идут два этих благородных цвета. Сейчас я не представляю другого цвета. Признаться честно, даже если создавать сорта много лет, не так часто можно получить такой чистый белый цвет. За все годы это третий случай в моей работе, когда действительно получился красивый цветок, именно белого цвета, без всяких примесей. Потом я увидела Димаша в белых нарядах и убедилась в правоте выбора. Поделилась мнением Алла Михайловна. Сейчас сорт Димаш передан в Казахстан и есть у нескольких человек в Украине, членов фан-клуба певца. Относительно другого сорта, розово-кораллового, Дайдидау, в честь знаменитой песни Димаша, он тоже передан в Казахстан вместе с сортом Димаш. Очень надеюсь, что оба эти сорта смогут вырасти на казахской земле, будут цвести и радовать любимого певца, его родных и друзей. Надеюсь, что мои цветы найдут своих ценителей и долго будут украшать их сады и радовать своим цветением. Мне очень приятно дарить красоту людям и прежде всего тем, кто ценит кропотливый труд. Это такое же творчество, как и живопись, музыка, поэзия. Также хочу поблагодарить украинских фанатов Димаша, в частности Татьяну Вишнякову, автор идеи, за оказанную мне честь и доверие, а также Светлану Гончарову, которая привезла корневища ирисов в Казахстан и передала их из рук в руки представителю команды Димаша. Полную статью вы сможете изучить по ссылке, которую мы добавим в описании к этому видео. Также хочется добавить, что сейчас заботой о цветах занимается лично мама Димаша, Светлана Айтбаева. Когда весной я пересадила цветы в сад, они сразу очень хорошо принялись. Теперь, когда к нам приходят гости, сначала их встречают прекрасные Димаш и Дайдидау. Это очень дорогой для нас подарок. Каждый день, выходя в сад с утра, первым делом окидываю взглядом эти цветы. И когда смотрю на них, то всегда улыбаюсь. Они радуют и поднимают настроение всем нам. Димаш был очень тронут и сильно обрадован, когда узнал, что вот такие цветы теперь цветут у нас в саду. Спасибо большое Алле Михайловне и Татьяне Вишняковой за создание такого чуда, сказала Светлана Айтбаева. Друзья, мы с вами стали свидетелями уникального примера того, как творчество народного артиста мира способно вдохновлять людей абсолютно разных профессий. Алга Димаш. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.